Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодня буду делать коррекцию себе. Уже прошло 3 недели, как видите, все относилось хорошо, без отслоек и сколов. Как всегда, начинаю со снятия старого материала. Для этого использую твердосплавную фрезу с черной маркировкой. Как я уже говорила в предыдущих видео, материал я снимаю почти весь до тоненькой подложки. Таким образом я точно проверяю, нет ли внутри завоздушин, потому что если все-таки там отслойка и я ее не замечу, то новый ноготь быстро отвалится. Пилкой 180 гриф я сужаю форму и сглаживаю переход от старого материала к натуральному ногтю. Также аккуратно прохожу пилкой 240 гриф по натуральному ногтю, чтобы снять блеск и чуть-чуть приподнять чешуйки ногтя для лучшей сцепки твердого материала с ногтевой пластиной. Пушером раскрываю проксимальную складку для дальнейшей работы с аппаратом. Пулевидной фрезой с острым носиком, включив 15 тысяч оборотов, сначала на форварде, потом на реверсе, очищаю и приподнимаю зону кутикулы и боковых валиков. Я сейчас не делаю маникюр, а просто очищаю ногтевую пластину от птеригии, чтобы ничего не мешало для выкладки твердого материала. В ином случае при попадании геля на кожу обязательно пойдут отслойки. Очистив от пыли, начинаю подготовку ногтей к коррекции. Изначально наношу дегидратор. Буду использовать Nail Fresh от Coty. Когда дегидратор высох, наношу бескислотный праймер. Его можно наносить только на натуральный ноготь, но я привыкла промазывать всю ногтевую пластину. Для лучшей сцепки твердого материала с натуральным ногтем я буду использовать универсальное базовое покрытие для гель-лака от Nail Apex. Наношу его достаточно плотным слоем, сразу на все 5 пальцев, и отправляю в лампу на 15 секунд. После полимеризации снимаю липкий слой безворсовой салфеткой. Сегодня буду работать гелем-желе ВАК. Я очень люблю этот материал, он отлично держит форму, никуда не плывет и не растекается. Набираю каплю материала и выкладываю ее в зоне апекса. Плавными движениями выкладываю ложе. Для работы с гелем я использую кисть для акриловой системы номер 6. Лично для меня она более послушная, чем кисти для геля. Мне немножко не хватило материала, поэтому я сразу же беру еще одну маленькую капельку и докладываю ее. Выложив полностью ложе, отправляю руку в лампу на 2 минуты до полной полимеризации. Когда материал высох, снимаю липкий слой и приступаю к линии улыбки. Буду использовать пилку 150 гриф. Когда все ногтевые ложи готовы, приступаю к декорированию френча. Сегодня будет черный витраж с вкраплением синих блесток. Для начала беру черный гель-лак от Nude номер 134. Прорисовываю подложку и отправляю в лампу на просушку. Для витражного замеса буду использовать прозрачный гель от Nail Apex и черный гель-лак. Для мерцания добавляю еще мелкую голографическую блесточку. Очень важно перед тем, как наносить темные витражи на ногти, маленькую каплю замеса отправить в лампу, чтобы проверить, хорошо ли просыхает материал. Бывают такие случаи, когда материал не сохнет. Тогда нужно добавить побольше прозрачного геля. Выкладываю замес на свободный край и начинаю декорировать его разными блестками, палочками и слюдой. Аккуратными движением все втаптываю в материал, отправляю в лампу на 15 секунд.
Перекрываю дизайн прозрачным гелем и отправляю в лампу на 15 секунд. Сегодня впервые буду поджимать материал при коррекции. Мне очень интересен результат. Для этого использую тонкогубцы, а потом ставлю прищепки. Их можно купить в любом магазине для мастеров маникюра. Вместе с прищепками отправляю руку в лампу на 2 минуты до полной полимеризации. После того, как материал полностью высох, достаю руку из лампы и даю остыть материала примерно 1 минуту, а потом уже снимаю прищепки. Мне нравится результат, ногти кажутся уже. Сняв липкость, приступаю к опилу. Опил начинаю с твердосплавной фрезы с черной маркировкой. Этой насадкой я делаю основной опил поверхности ногтя, а также убираю толщину. Фрезой елка сглаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю в зоне боковых валиков и кутикулы. Пилкой 180 грит опиливаю поверхность ногтя. Сглаживаю все неровности после опила фрезой, придаю форму торцу и подпиливаю нижние параллели. Для меня очень сложно делать опил себе. Этот процесс у меня забирает очень много времени. Девочки, а вы сами себе делаете коррекции? И сколько по времени у вас это занимает? Пишите в комментариях, мне очень интересно. Тонкой твердосплавной фрезой на форварде выпиливаю остатки натурального ногтя. Я всегда вычищаю натуральный ноготь, чтобы при срастании он не отслаивался от твердого материала и туда не забивалась грязь. Чтобы придать аккуратности торцу ногтя, использую фрезу юла. Когда опил завершен, приступаю к маникюру. Ножницами срезаю кутикулу. Далее беру маленький красный шар и шлифую срез от ножниц. Работаю примерно на 5000 оборотов. На завершение перекрываю ноготь топом с 2 сторон. Использую топ без липкости от Nail Apex. Вот такая красота у меня получилась. На все это я потратила примерно 4,5 часа. Это был мой первый опыт, когда я делала выкладной френч на 2 руках. Для меня это было очень сложно. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. До встречи в новом видео. Всем пока!